Дорогие друзья, меня спрашивают, а если нет фотографий врага, можно ли с этим человеком что-то сделать, устранить, со стороны убрать? Если человек, например, угнетает на работе, не дает спокойно жить, работать, можно ли с этим человеком справиться, если нет фотографий, есть только имя, но самые минимальные данные? Можно. Я уже говорила, что в колдовстве практически нет ничего невозможного. И на каждый случай жизни предусмотрен ритуал, потому что колдовство идет испокон веков. А значит, за историю человечества было и угнетение, и вражда, и зависть, и злость, и все, что хочешь. Правильно? А раз есть яд, есть противоядие. И раз это было, значит, надо было с этим что-то сделать, как-то противостоять. А значит, были и ритуалы. Вот то, что я сейчас показываю, это бьет очень быстро. Но учтите, простым людям это делать не стоит. Если вы не бережете свою жизнь, то делайте. В данный момент у меня женщина по имени Ирина Михайловна, ей 50 лет. Фамилию читать не буду. Если очистка без фотографий по имени написано ложится на алтарь, то порча ложится под алтарь. Здесь я взяла статуэтку Великой Богини Матери, потому что к ней обращаемся за защитой. Пригодится, то есть понадобится для этого дела кладбищенская земля. С углов кладбища собирается земля, со всех углов кладбища чуть-чуть собирается земля. Его открывать не буду, она все-таки опасная. Вот так и поставлю. Свеча, обычная церковная свеча, которая переворачивается. Нож с черной рукояткой. У меня ритуальный нож, естественно, а там можно и обычно, в принципе, но чтобы рукоятка была черная и не пластмассовая. Это кожа здесь. То, что я сейчас делаю, оно, в принципе, рассчитано на смерть. Но смерть не бывает в этом случае. Нам ее смерть не нужна. Нам нужно, чтобы она отстранилась в сторону, ушла и перестала приставать к этим людям, перестала мешать им работать и жить. Если она продолжит в этом духе, сделаем похуже. Пока сделаем такой, знаете, не средний уровень, это тоже очень сильная вещь. Смотря, насколько сильный человек делает и как сильно это ударит. Церковная свеча, если видите, вот это правильная сторона свечи. Так? Но нам нужна обратная сторона свечи, перевернутая. Итак, прелестно. Берем, ставим на ее имя свечу, над головой кладбищенскую землю. Можно вот так. Таким способом, со свечой и землей. Ножом сюда, обратно и начинаем читать. Земля черная, земля белая, да крестом секу, не церковным, а крестом гиблым, червяным, так через крест сей погостники, что по углам жиждятся, так и с черной стрелой кидаю, да прямо в сердце Ирины их посылаю. Да мучит вас, что написано здесь на бумаге. Ирина, час белосветный, да крутит тебя, закручивает ноги, руки укором перебивать, кровь водиться излить, раскидать, так тому нынче быть. Та земля это заклинаю, чтобы она помогла мне в деле сим. На ней сам бес рога поломал, да рога те торчат и остались, да прямо в тело Ирины и впились, да всю жизнь из нее косинушкой, да душеньку ветряной мельницей, да крутят, да мутят, да заплутают, да в черные углы запирают Ирину день да ночь, лунный час да солнечный час, исходит все дороженьки, до смерти своей иском ищет. Да через землю могильную, да четырьмя углами крещена, да черная судьба Иринина, судьбинушка сделается. Не мной, а бесом уготована. Ножом то секу, рассекаю, секу, рассекаю, секу, рассекаю. Ириной землей, что на червенной делена, что могилой отмечена той землей, Ирину побываю, да в могилу закупаю.
Аминь. Черный пойти, да с 4 углов погостных, да на тело Ирины ее в гроб вогнать. Аминь. Водой идти, да четверинная душа Ирины черной изматываю. Аминь. Один лежит, да второй Ирине лежать. Не встать, не уйти на черную принять. Аминь. Ножом сечено, углами погостными отмечено, то черное пойдет, да всех соберет, терзать тебя станет, не уйти, преследование навеки вечные. Аминь. Как сказано, делом сделано, словом ведьмака и ведьмы зачитано, так и сбудется. Как мертвые лежат, так ты будешь лежать, как не шевеляться, так ты не шевелишь, языком своим не шевели, ногами не ходи, запираю, заклинаю, закрываю все пути дороги твои. Да будет так. Когда свеча догорит, огарок свечи вместе с землей и ее именем возвращаем обратно на кладбище и закапываем либо в той могиле, где лежит мертвая женщина с ее именем, либо на безымянной могиле, если имя очень редкое. Но Ирина, в принципе, мне кажется, что с этим именем найти можно. Оставляем 3 пятака там, говорим, откупилась, и уходим, не оглядываясь. Желательно на этот погост еще там 3-4 дня не являться. Это все. Используйте, если вам пригодится.